Товарищ Михаил Иванович, объединенная группировка войск ведет боевые действия в соответствии с планом специальной военной операции. Начальник генерального штаба генерал Генеральский. Товарищи офицеры, товарищ Верховный Главнокомандующий, участники совещания к работе готовы. Начальник Главного оперативного управления генерал-полковник Рудской. Здравия желаю. Уважаемые товарищи, добрый день. Мы с вами проведем сегодня очередное совещание, посвященное развитию ситуации в зоне специальной военной операции. Знаю, что вам есть что доложить, чем порадовать наших граждан. Есть результаты, поговорим об этом, разумеется, и подумаем о наших ближайших задачах на ближайшую перспективу. Сегодня прошу командующих группировками «Центр» и «Восток» доложить, как уже сказал, о текущей обстановке на данных участках фронта, на ваших участках фронта, и о результатах выполнения боевых задач подчиненными войсками. Но сначала, как у нас и заведено на предыдущих совещаниях подобного рода, прошу начальника генерального штаба доложить о ситуации в целом на линии боевого соприкосновения. Пожалуйста, Валерий Васильевич. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска объединенной группировки ведут наступление на всех направлениях. Командование Вооруженных сил Украины предпринимает безуспешные попытки остановить наше продвижение. Соединения и воинские части группировки «Север» продолжают выполнять задачи по созданию полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Под наш контроль за последние 2 недели перешли населенные пункты Высокая в Сумской области и Вильча и Прилипка в Харьковской области. Войска группировки «Запад» в настоящее время осуществляют ликвидацию формирований противника, блокированных на левом берегу реки Оскол, восточнее Купянска. Южнее по реке Оскол освобождена Новоплатоновка, завершается зачистка Богуславки. На Краснолиманском направлении окружена группировка противника в населенном пункте Дробышево, идет ее уничтожение. В Красном Лимане ведутся бои в юго-восточной и восточной частях города. Южная группировка после освобождения Северска ускоренными темпами продвигается в направлении Славянска. Освобожден населенный пункт Кирова. Продолжаются уличные бои в Константиновке. Под нашим контролем находится более половины городской застройки. Войска группировки «Центр» завершили разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины и освободили город Димитров. Группировка войск «Восток» наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там зоны безопасности. Освобожден город Гуляй-Поле. Кроме того, за последние 2 недели на этих направлениях взято под контроль еще 5 населенных пунктов. Продолжается расширение плацдарма на западном берегу реки Гайчур. Штурмовые подразделения группировки войск Днепр ведут наступательные действия на запорожском направлении, освободили населенный пункт Степногорск и завершает уничтожение формирования противника в Приморском и Лукьяновском. Товарищ Верховный Главнокомандующий, выполнение задач по освобождению Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей соединения воинскими частями объединенной группировки будет продолжено. Доклад закончен. Валерий Васильевич, спасибо. Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом. Хорошими темпами действительно осуществляется создание полосы безопасности в приграничных районах Сумской, в Харьковской, в Днепропетровской областях, на Донбассе и в Запорожской области. Наступление идет по всей линии боевого соприкосновения. Российские войска наращивают давление на формирование ВСУ. И предложил бы начать с группировки «Центр». Валерий Николаевич, попросил бы доложить о обстановке в зоне вашей ответственности. Пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, войска группировки «Центр» продолжают выполнять задачи по разгрому противника в назначенной полосе ответственности в соответствии с утвержденным замыслом. На красноармейском направлении 5-я мотострелковая бригада 51-й армии во взаимодействии с 1435-м мотострелковым полком
2-й армии завершили уничтожение формирования вооруженных сил Украины в городе Димитров и тем самым полностью освободили город. В настоящее время проводится зачистка городских кварталов, эвакуация мирных жителей и мероприятия по стабилизации обстановки вокруг Димитрова и Красноармейска. Кроме того, севернее Красноармейско-Димитровской агломерации силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское, освобожден населенный пункт Вольное. Продолжаются боевые действия в населенных пунктах Сухецкая и Новый Донбасс. Соединения и воинские части 2-й армии выполняют проверочные мероприятия в Красноармейске, развивают наступление в северном направлении, эвакуировали более 1100 мирных жителей. Штурмовые подразделения 41-й армии ведут наступательные действия в Гришино. Противник использует данный населенный пункт для сосредоточения резервов и проведения атак в направлении северо-западной части Красноармейска. Но при этом результатов никаких добиться не может. Ежедневно по 3 направлениям, это Гришино, северо-западная окраина Красноармейск, Шевченко в направлении Красноармейска, Сергеевка в направлении Красноармейска, Котлина, противник теряет от 60 до 120-140 человек пехоты, которая непрерывно движется в направлении данных населенных пунктов. При этом хочется отметить, что это элита вооруженных сил Украины, это 82-я десантно-штурмовая бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада, которые бесславно несут потери. Ничего там не получается. На Октябрьском направлении освобожден населенный пункт Артемовка. Важный населенный пункт, который является одним из ключевых для дальнейшего наступления в северном направлении, для того, чтобы охватывать стратегический рубеж обороны противника, который проходит по Константиновке, Дружковке, Краматорск и Славянск, охват западного направления. Также развивается наступление в Днепропетровской области, где мы выполняем ваши указания по созданию зоны безопасности с Донецкой Народной Республикой. 90-я танковая дивизия в взаимодействии с 41-й армией ведет освобождение Новопавловки. Продолжаются бои в Новоподгородном. Товарищ Верховный Главнокомандующий, все задачи, которые стоят перед группировкой, будут выполнены. Доклад закончен. Спасибо, Валерий Николаевич. Вы упомянули о успешных действиях 5-й мотострелковой бригады. Полковник Фасхуддинов Рамиль Ренарович у нас на связи с передового пункта управления этой бригады. Рамиль Ренарович, вы нас слышите? Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир бригады, полковник Фасхуддинов. Здравия желаю, слышу, разбираю вас. Да, отлично. Доложите, пожалуйста, об обстановке в городе, о том, как шел штурм и какова сейчас ситуация. Товарищ Верховный Главнокомандующий, докладываю. Подразделения бригады 6 сентября по 26 декабря 2025 года выполняли задачу по освобождению города Димитров. Исходя из сложившейся обстановки, выполнение боевой задачи было разбито на 3 этапа. На первом этапе, с 6 по 30 сентября, разведный батальон бригады, используя эффект неожиданности и результат огневого поражения, прорвал оборону противника и продвинулся до 1 километра в глубину, создав плацдарм в населенном пункте. Удалось закрепиться на северо-восточных окраинах по улицам Мира и Кошевого. Ввод в бой штурмовой группы осуществлялся одновременно, с разных направлений, вводя противника в заблуждение, не определяя направление главного удара. На втором этапе с 1 октября по 22 ноября с целью блокирования путей снабжения противника в городе штурмовые группы 1-3 батальона овладели лесополосами и очистной станцией на севере Димитрова, тем самым отрезав сообщение к окруженной группировке ВСУ. Используя достигнутые рубежи и погодные условия, штурмовые группы осуществляли стремительный бросок на юго-восточную окраину города. В результате непрерывных штурмовых действий к исходу 22 ноября полностью освободили южную часть Димитрова. На третьем этапе с 23 ноября по 27 декабря, нарастив усилия вводом в бой штурмовых групп 1-3 мотострелковых батальонов, к 7 декабря бригада закрепилась на ключевых позициях в центре города,
в дальнейшем продолжили ликвидацию окруженного противника. Сегодня, 27 декабря 2025 года, бригада завершила разгром формирования ВСУ в городе. Город Димитров полностью освобожден. В настоящее время проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Поиск уничтожения разрозненных малых групп противника. Приступили к разминированию улиц и зданий, оказание медицинской и гуманитарной помощи местному населению. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в настоящее время на связи в Димитрове находится командир 1-й мотострелковой роты старший лейтенант Селенко Владимир Вячеславович, который со своим подразделением освобождал город. Разрешите предоставить ему слово. Пожалуйста, с удовольствием. Прошу вас, Владимир Вячеславович. Товарищ Верховный Главнокомандующий, я командир 1-й роты 1-го батальона 5-й бригады. Нахожусь в городе Димитров, возле Викторовской церкви. На 27 декабря 2025 года город находится под нашим контролем. Завершается зачистка города. Оказываем гуманитарную помощь мирному населению. Выстраиваем оборону. Готовы выполнять дальнейшие боевые задачи. Этой бригады хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать крепкого здоровья, мирного неба над головой. Победа за нами. Спасибо. Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую, эффективную очень работу и за результат. Поздравляю и Рамиля Ренаровича, и Владимира Вячеславовича, вас, всех наших бойцов, офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками и очень своевременное принятие необходимых решений. Знаю, и начальник генерального штаба докладывал, проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое. И также в ответ примите с моей стороны самые наилучшие пожелания в связи с наступающим Новым годом. Поздравляю, ребята. Спасибо. Так, теперь, пожалуйста, переходим к ситуации в зоне ответственности группировки «Восток». Андрей Сергеевич, прошу вас. Товарищ Верховный Главнокомандующий, группировка войск «Восток» продолжает выполнять задачи на запорожском направлении. Соединение воинских частей группировки, форсировав реку Гайчур, продвигаются в Запорожской области в западном направлении. Штурмовые подразделения 57-й и 60-й мотострелковых бригад 5-й армии к исходу 26 декабря завершили освобождение города Гуляй-Поле. Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубокоэшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляй-Поле находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ. Соединения 36-й армии прорвали рубеж обороны противника на западном берегу реки Гайчур и развивают наступление в Запорожской области в направлении крупных логистических узлов противника. Вклинение составило более 7 километров в глубину обороны противника. 29-я армия, наступая на юге Днепропетровской области, продолжает расширять зону безопасности. С начала декабря под контроль группировки перешло более 210 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей. Освобождено 10 населенных пунктов. В Днепропетровской области 4 и в Запорожской 6. Товарищ Верховный Главнокомандующий, уничтожение формирования противника в зоне ответственности группировки осуществляется в соответствии с утвержденным замыслом. Группировка войск «Восток» продолжает вести наступление. Доклад закончен. Да. Андрей Сергеевич, насколько я понимаю, сейчас на связи у нас находится и командир 57-й мотострелковой бригады полковник Веденин Вячеслав Евгеньевич. Так точно. Вячеслав Евгеньевич, слышите нас, видите, хорошо? Товарищ Верховный Главнокомандующий, командир 57-й бригады, полковник Веденин, здравия желаю. Слышу, разбираю вас хорошо. Отлично. Вячеслав Евгеньевич, доложите, пожалуйста, ситуацию в Гуляй-Поле. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 57-я бригада 5-й армии ведет наступление на левом фланге Временского направления, в назначенной полосе наступления. Получил задачу 7 декабря во взаимодействии с подразделениями 60-й мотострелковой бригады перейти в наступление в направлении Яблоково-Гуляй-Поле и к исходу 26 декабря освободить населенный пункт Гуляй-Поле. 5 декабря, используя сложные погодные условия, туман, передовыми группами штурмового отряда форсировали реку Гайчур, сходу овладели участком улиц Большая, улица Мирная,
улица Песчаная, тем самым создав плацдарм на левом берегу реки Гайчур, рассекли центральную и восточную часть населенного пункта Гуляй-Поле, обеспечили ввод в бой главных сил. 7 декабря подразделение первого эшелона, 1-го мотострелковый батальон, в 3 участках форсировали успешно реку Гайчур, закрепились на улицах населенного пункта Гуляй-Поле, разгромили подразделения 225-го штурмового полка, 102-й бригады территориальной обороны и 154-й отдельно механизированной бригады, и к исходу 10 суток полностью освободили юго-восточную часть населенного пункта Гуляй-Поле, овладели его опорными пунктами противника, зачистили около 1600 строений, уничтожив до 400 украинских боевиков. В дальнейшем, нарастив усилия путем ввода в бой 2-го и 3-го батальона, направление главного удара с юга на север, атакуя вдоль реки Гайчур по улице Большой и по западной части населенного пункта Гуляй-Поле, вышли к улице Шевченко одновременно с подразделениями 60-й бригады, тем самым блокировав противника в населенном пункте Гуляй-Поле, перерезав ему полностью все пути подвоза и эвакуации. В дальнейшем, сжимая кольцо, блокировали его многоэтажную застройку, зачищая частный сектор населенного пункта Гуляй-Поле, и постепенно, поквартально зачищали домовую застройку, уничтожали обороняющихся противников 225-го отдельного штурмового полка и 33-го отдельного штурмового полка. К исходу 26 декабря бригада завершила зачистку населенного пункта Гуляй-Поле. Город находится под нашим контролем. В данный момент подразделения бригады проводят перепроверку зданий, подвальных помещений с целью уничтожения одиночных военнослужащих ВСУ, которые еще могут скрываться в городской застройке, а также оказание помощи мирному населению и при необходимости его эвакуации. Товарищ Верховный Главнокомандующий, 57-я бригада продолжает выполнять боевые задачи по освобождению Запорожской области. Все поставленные задачи будут выполнены. Доклад закончен. Спасибо, Вячеслав Евгеньевич. Спасибо большое вам за этот результат, всем вашим бойцам и командирам. Хотел бы в этой части нашего совещания сказать, что и освобождение Димитрова, и освобождение города Гуляй-Поле – это важные результаты боевой работы. Что касается Димитрова, это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляй-Поле – второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области. Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое. И в завершении вот что хотел бы сказать. Вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения. Отмечаю эффективные действия соединений и воинских частей группировки войск «Центр» в ходе ликвидации формирования ВСУ, окруженных в районе Красноармейской Димитровской агломерации. Контроль за городами Красноармейской и Димитров создают, как я уже сказал об этом, хорошие условия для дальнейшего развития наступления и полного освобождения Донецкой Народной Республики. А взятие города Гуляй-Поле в Запорожской области штурмовыми подразделениями 5-й армии являются закономерным результатом, который стал возможен благодаря кропотливой работе командиров и штабов, тщательной всесторонней подготовке личного состава к выполнению боевых задач. Высокие темпы наступления соединений воинских частей группировки «Восток» позволяют продвигаться вперед, освобождая
Запорожскую область. Практически, насколько я понимаю, на плечах противника все это происходит. Прошу командующих, ну и тех командиров, которые с нами на связи, передать слова благодарности всему личному составу группировок, выполнявших задачи по освобождению Димитрова и Гуляйполя. Командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции. Что еще хотел бы добавить в завершении нашей сегодняшней встречи вот в таком формате. Напомню, говорил об этом не раз, но напомню еще раз, все началось, все противостояние и боевые действия были развернуты после государственного переворота на Украине в 2014 году. И тогда уже мы говорили главарям киевского режима о том, чтобы они предоставили возможность людям, проживающим на юго-востоке Украины, и не признавшим результаты этого госпереворота, не желающим жить в условиях в стране, где первичным источником власти является госпереворот, не желающим жить в этом государстве, предоставить им их законное право, дать обеспечить, реализовать их законное право на самоопределение. Это право прописано в уставе Организации Объединенных Наций. Так и называется – право наций на самоопределение. Но, к сожалению, ни тогда, в 2014 году, ни позднее, в 2020 году, нас никто не слушал. И киевские власти предпочли развернуть широкомасштабные боевые действия, войну, начать войну. Мы пытаемся ее закончить. И с самого начала, как я сказал, говорили о том, что необходимо вывести войска киевского режима из этих территорий. И никаких действий боевых не будет. Их бы и не было, если бы нас тогда послушали. Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Я говорил об этом уже год назад, выступая в Министерстве иностранных дел. Но сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований из занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю. По разным совершенно соображениям. И если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Давайте мы сейчас об этом как раз и поговорим о ближайших задачах применительно к тем группировкам, командующие которых находятся сейчас вот здесь на нашем совещании.